Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладное я». И сегодня мы с вами поговорим о любимых клавишах манипуляторов. Потому что если вы хоть раз становились объектом манипуляции, а если это было 2-3 раза, то вы наверняка заметили, что очень часто вы попадаетесь на что-то одно. Вы не улавливаете, на что именно нажимает манипулятор, но зато вы чувствуете, когда вас уже втянули в эту манипуляцию, что на вас вертят как хотят. Человек навязывает вам свою точку зрения, свое желаемое поведение от вас или желаемый результат, который он хочет получать, и вы не можете этому сопротивляться. Если вы думаете, что манипулятор выстраивает очень длинную цепочку, куда он постепенно, как котик лапками, забирается, нет. Манипулятор знает наши уязвимые места. У каждой из нас это свое. И вот о том, что же за уязвимые места у нас есть, для того, чтобы вы сразу могли понимать, а на что вас сегодня пытается поймать манипулятор. Потому что разные манипуляторы специализируются на разных моментах. И мы сегодня с вами разберем самые-самые популярные моменты, на которые нас, как на крючки, ловят манипуляторы. Меня зовут Алла Касаткина, мой проект «Ладное я». Вот ссылка на мой сайт. В описании этого видео есть подарок для вас, курс «Секреты счастливых женщин». Переходите по ней и получаете курс. Если вы еще не подписаны на наш канал, кнопочка красная, жмем, подписываемся, вы будете с нами в курсе всех новых видео. Ну, а мы продолжаем. На что же ловят нас манипуляторы? Самое уязвимое точка у всех почти женщин – это чувство жалости. Если вы хоть раз с чувством умиления, сожаления и острой боли в груди проходили мимо котенка, который жалобно мяукает в подворотне, знайте, чувство жалости вам не чуждо. И это значит, если кто-то будет давить на жалость, если будет вам говорить, ну неужели тебе меня не жалко, ну неужели ты можешь быть такой жесткосердной, ну неужели ты сможешь спокойно пройти мимо вот моих страданий, мучений, еще чего-нибудь, знайте, вас легко на этот крючок поймать. Что делать? Понимать, что да, вы склонны к жалости, но у каждой жалости есть свой лимит. Поставьте у себя лимит на жалость, и тогда вас будет сложнее на нее поймать, вы не будете ловиться на нее бесконечно. Следующий момент, на который нас ловят, чаще всего чувство вины. Нам его буквально прививают с детства. Нам рассказывают, что вот посуда не помыта, ты виновата, дождь на улице, ты виновата, еще что-нибудь, виновата ты. Манипуляторы, они тоже так делают, но если мы от дождя и немытой посуды еще умеем защищаться хоть как-то, то манипулятор делает немножко другую вещь. Он просто переворачивает все с ног на голову. Он выставляет абсурдную логику событий, фактов, передергивает по-своему, но его задача сделать что? Чтобы он был жертвой. А виноватой вы. И тогда вы, чтобы загладить свое чувство вины, чтобы сгладить дискомфорт, чтобы как-то компенсировать человеку его издержки, вынуждены будете это делать. Если вас в детстве ловили на чувство вины, если вас делали как часто виноватой, знайте, вы системно будете попадаться во взрослой жизни на чувство вины. Мало того, самое неприятное, что если один и тот же человек раза 3-4 поймал вас на чувство вины, у вас это будет внутри, в вашем общении сидеть подсознательно. Вы не Господь Бог. Вы не можете быть причиной всех бед. И если эти беды проходят не в вашей жизни, а в жизни у этого человека, то, поверьте, ответственность и вина за происходящее лежит на нем, а не на вас. Потому что вы являетесь не единственным источником благ в его жизни. У него всегда есть альтернатива, и у него всегда есть способы по-другому решить свои проблемы. Поэтому сбрасывайте ненужное чувство вины для того, чтобы чувствовать себя комфортнее. Еще один момент, на который нас ловят манипуляторы. На наш страх. Если вы не любите признаваться себе в своих страхах, если вы отворачиваетесь от них и пытаетесь их изо всех сил игнорировать, мои хорошие, это, конечно, ваше право, но манипуляторы видят все. Мы выдаем свой страх реакцией тела,
взглядом, эмоциями, сменой тембра своего голоса. У нас есть очень много факторов, где нам кажется, никто не заметил, но там мы дернулись, там мы закрыли глаза или лицо, там мы отвернулись, там мы вжали голову в плечи. И это все косвенные признаки страха. И если человек знает о вашем страхе и видит, что вы в нем не признаетесь и пытаетесь его изо всех сил игнорировать, вас будут этим пугать, как в детстве нас пугали страшилкой. Помните эти рассказы про темную комнату, про черную руку или еще про какую-нибудь фигню? Так вот, вас будут пугать вашим же страхом и манипулировать на этом. Как только вы разворачиваетесь к своему страху и признаетесь: да, я этого боюсь, и что? У манипулятора отпадает очень много аргументов, потому что пугать и качать на эмоции вас уже нечем. Знакомьтесь со своими страхами, и вы будете более неуязвимы перед манипуляторами. А мы продолжаем. Есть еще два очень важных момента, которые можно смело объединить в одну и ту же группу. Это наша безотказность и повышенное чувство справедливости, когда мы готовы кого-то защищать, а себя защищать не умеем. Пока мы безотказны, нами будут пользоваться, пока у нас не закончатся полностью все ресурсы, которые манипулятор хотел из нас взять, а чувство справедливости нас будут использовать как щит, а манипулятор за нашей спиной будет тихонечко сидеть и ждать, пока мы будем как герой воевать со всеми его врагами. Нужны ли вам его враги? Нужны ли вам его проблемы? Займитесь своей жизнью. Потому что наверняка в вашей жизни есть тоже много чего, где вы хотели бы тоже получить и защищенность, и обостренное чувство справедливости. Обратите свои вот эти вот навыки в свою жизнь. И тогда манипулятора уже у него будут большие сложности для того, чтобы побудить вас все это делать для него, потому что вы умеете это делать для себя. Ну и заключающий момент, на который ловятся люди для манипуляции, это на слабо. А тебе слабо так сделать? Смотри, вот она так сделала, он сделал вот так, у них есть это, они там кого-то там порвали или что-то сделали, они вот этого добились, а тебе слабо? И вы начинаете доказывать, что вам не слабо, что вы тоже умеете, что вы тоже профи в своем деле или еще чего-нибудь. Но результаты ваших действий, как правило, уходят не вам от вашего слабо. Они уходят человеку, который вас на это слабо раскачал. Подумайте в следующий раз, перед тем, как ловиться на эту уловку, а нужно ли вам именно то, на что вас раскачивают, а готовы ли вы той ценой порваться, как хомячок, для того, чтобы достичь то, чего вам даром не надо, тратить свою жизнь. Вот такие вот банальные уловки, на которые чаще всего давят манипуляторы, как на знакомые кнопочки. Причем у каждой из вас они будут свои. Кто-то может найти одно-два состояния, кто-то может найти все. Это ваша жизнь. Но теперь вы знаете, как можно сделать так, чтобы на эти уловки не попадаться. Если хотите со мной поспорить, пишите в комментариях. Если у вас есть открытие по поводу этих уловок и знаете, что вы будете теперь менять, тоже делитесь в комментариях. Есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. С вами была Алла Касаткина и до встречи в следующих видео. Пока-пока.